Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магия и колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, найти меня в шапке профиля. Также найти меня можно в Инстаграме, Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы. А сегодня у меня гадание на 3 варианта. Новые или старые отношения, то есть в ближайшем обозримом будущем. Будут ли новые значимые отношения, либо все останется так, как прежде. Это скорее относится для тех, у кого еще нет новых отношений. Есть, может быть, какие-то старые, которые, непонятно какие-то, ни туда, ни сюда, которые, может, вас огорчают, а может быть, просто не радуют. Может, даже нет отношений, но есть какие-то бывшие, да, придут ли эти бывшие, вернутся ли. Или, может быть, у вас будет абсолютно какой-то новый роман, значимые, мы будем смотреть значимые какие-то, не просто какая-то личная жизнь. На что вам рассчитывать? То есть иметь ли вам в виду, что впереди какое-то серьезное отношение, которое будет развиваться, с которыми будут какие-то реальные изменения в жизни, или все будет по-старому, грубо говоря, вот так. Первый, второй, третий вариант. И мы выбираем либо по рубашке, либо вы выбираете 1, 2, 3, как вы любите выбирать. Можно погадать на другого человека, скажем, на вашу дочку, на вашу подругу, маму, сестру. Первый вариант. Вот такая вот рубашка. Смотрим. То, что вы имеете сегодня, как характеризует карта. Вот сегодня. Очень все так устоялось. Карта справедливости, да, что вы очень долго, то, что происходит сегодня, вы долго к этому шли, долго взвешивали. И на сегодняшний день это то, что, в общем, в балансе ваша жизнь. Даже если есть отношения, по сути, они не плохие, не такие плохие. Скорее, они уравновешивают вашу жизнь, вписываются в нее, можно сказать, как в плюс для вашей, плюс к бывшему, да, к сегодняшней ситуации. Говорит о том, что, либо это какой-то законный брак, либо это такие вот взвешенные, очень старший аркан еще это отношения, вы знаете, уравновешенное очень. Что можно сказать о том, как будет развиваться вот эта ситуация сегодня, да, связанная с сегодняшними, с бывшими, как она будет идти. Тут как бы есть мужчина, либо это бывший появится, либо это мужчина, который сегодня с вами, он есть, и он никуда не девается пока, на данный момент вот так вот. Причем этом также может возникнуть мужчина, бывший, достаточно яркий, то есть какой-то настойчивый поклонник, причем король огня, может быть, король жезлов, король огня, интересный, яркий, талантливый, и он уже у вас где-то есть, был, да. Давайте посмотрим так. В течение ближайших лет да, про сроки это обычно год, 3 до 3, мы не на всю жизнь тут смотрим. Что же будет происходить дальше? Будет ли этот бывший, сегодняшняя ситуация, вернее, с бывшими как-то развиваться? Вестник мечей. Между вами все-таки конфликты, между вами какие-то недоразумения, критика, попытка как-то оживить, попытка как-то вмешаться. Также возможно, что какие-то хлопоты, которые влияют, ваш союз, скажем так, выматывают. Вот какие-то раздоры, споры. Если это какой-то вот, скажем так, бывший, то он приходит для того, чтобы вы постоянно критикуете друг друга, что-то. И бывший, даже если появляется, вот он с каким-то идет вот надрывом, все время с сомнениями, надо вам это, не надо, давайте так. Стоит ли, что в эти 3 года
как можно сказать, будете ли вы этим всем довольны? Ну, знаете, вы этого человека хорошо знаете. Вот все упирается на то, все-таки в то, что этот бывший, пусть он есть, он показывает себя как неплохой человек, как интересный, но вот тут такое впечатление, что вы слишком давно его знаете. Вот он, как знаете, родной, близкий, но он никуда от вас не отходит. Также это сближение может быть даже если это любовник, еще продолжаете вы встречаться с этим человеком. Ну, бывает же такое, что у нас тут, как говорится, муж и любовник некоторые, да. Вот тут, кстати, вот такая вот схема, можно сказать, да, что все есть, все устоялось, но оно какое-то вот вроде близкие и родные, все постоянно. Давайте попробуем новое. Стоит ли вам считать, что что-то в будущем произойдет такое интересное? У вас произойдут перемены и какой-то тяжелый разговор. Я говорю, что ваша вот сегодняшняя стабильность, это вас она все-таки мучает, все-таки у вас какое-то вот нерадостное все время состояние какой-то угрозы. Вот будет разборка и какое-то ясность для вас внутренне наступит, да, что делать с этим. Что, может быть, вы и не готовы морально так, знаете, вот устоялась и устоялась. Вроде как бы так и будет. Нет, у вас тут прям... Нет, у вас будет мужчина новый. Новые отношения будут. Причем это может быть месяц, два, три. И это будет это из-под идти. То есть это будет как бы присматривание, это будет как бы, что вот вы наконец поймете, что вам нужно, какое. Судя по всему, вот тут у вас в прошлом огонь, такой фафа, ля-ля, да, яркое, что-то интересное, очень огненное, может быть, вроде бы уже устоявшееся и понятное вам, как говорится. Но тут другой человек, мужчина, и вы его как планируете, что ли. Вот вы уже понимаете, кто вам нужен, почему, и он существует, он появится. Тут вот видите, мужчина один, второй. Что же это? Причем постоянный он. Тут что же вам сулит он? Вам придется ломать свой уклад жизни, можно даже сказать, вот какой-то ваш образ жизни. Возможно, что вам придется куда-то переехать или как-то поменять свой образ жизни в плане распорядка, работа, там как-то меняться, ваша вот эта вот рутина. Так, и стоит ли вам, карта совет, что стоит ли вам на это вообще делать ставку, скажем так. Да, вас этот мужчина будет волновать, вы будете ему доверять, можно сказать, он близкий, пока трудно сказать про брак. Сейчас посмотрим про брак. Этот мужчина, ну, скажем так, знаете, вот как плохой муж какой-то, да, как любовник или мужчина новый, с которым у вас такие отношения надежные. Вот он такой надежный. И я вам скажу, что он вызывает у вас такие теплые чувства. Кстати, и прошлый вызывает теплый, и этот. Но этот вот более такой, знаете, глыба. Такая. Тут мужчина новый. Давайте посмотрим, как вам в целом подойти к этому. Человек критически, будете все равно критиковать, знакомиться еще с какими-то. Однако вот вы зря вот эту тему затеваете, потому что поднимаете, как говорится, пыль в воздух, скачете по верхам, любите наводить критику, тревожиться. Поэтому вот вам это свойственно и будет. И что же вам станете, если вы с этим человеком новым? То есть тут может другие еще знакомства быть, потому что все-таки вы недовольны этим мужчиной. Ну что? Тройка кубков, да, вы все-таки будете в серьезных отношениях, что вы будете выбирать, возможно, что их не ограничится делом даже двумя-тремя, все-таки один из них будет вот такой стабильный. То есть, грубо говоря, кто-то выйдет замуж второй раз, кто-то перейдет от какого-то любовника, вроде бы, текущего годами,
к постоянным отношениям. Причем это будет такая вот любовь. Тут новый. Тут новый. Причем вот у вас такое из изобилия все это исходит. Тот и этот будет одновременно. И может еще какие-то знакомства. Что тройка кубков. Это просто какая-то тусня вокруг вас. Вот. И в этой личной жизни наступит определенность. Вот так вот. И с прошлым неплохо было. И новый. Все-таки вы рискнете, несмотря на критицизм ваш. Так, второй вариант. Вот колода. Как сегодня выглядит ваша ситуация с сегодняшними отношениями? Накручиваете себя страхами, либо излишне критически, может быть, к себе настроены, что вот ничего не выйдет, все как-то не так, да кому я нужна, да вот то, что я хочу, не получится. Тут страхи, страхи, страхи. И причем вы так не сильно-то и готовы что-то предпринимать. Знаете, уйти-то, ну его бросить, это все дело. Чего так? Давайте так. Что можно сказать за это время по бывшим? Что, есть у вас бывшие? Причем даже можно сказать какие-то постоянные бывшие. Вот они периодически появляются или движутся в вашу сторону, причем постоянно. Либо это как ваша все-таки, может, не столь эмоциональная, но связь. Что всадник пентаклей. Будет ли бывший, какую роль он будет играть, или появится, или что это будет. Вот вам, знаете как, не рискую, имею то, что имею, на расслабоне, не парю себе мозги, у меня то, что есть, то, что тем я и наслаждаюсь. Вот, философия, хотя тут страх сменить какую-то обстановку, вы считаете, что это не стоит делать, есть такое убеждение у вас. Ну, посмотрим, может быть, вы и правы. Так, чем по итогу, что можно сказать, карта совет вот на эти вот 3, как это будет? Ну, вы так вот, знаете, не паритесь на тему этих отношений, хотя поглядываете на сторону. Вот если честно, что может быть и он. Но это все как бы пока очень-очень медленно, без каких-то страстей, мордостей. Бывший, может появиться. То есть, если вы сегодня одиноки, то человек это может появляться, знаете, на тему поотдыхали и спокойно разошлись. Поотдыхали и опять. То есть, вот так вот. Но единственное, что эта карта говорит, что учтите, что что-то вы все дальше и дальше все-таки друг от друга. И что карта говорит, что вам надо как-то определиться, потому что и вы его не держите, как-то все на самотек, вроде бы оно. Самое главное, что вас это не требует от вас усилий, и вы вот так вот это все не удерживаете его, и будет бывший, если бывший он появится, но даже говорю, что тут как-то вот легко, но вы все как-то, все это угасает, что ли. Посмотрим, может быть, какого итог будет. Будет ли какой-то новый человек, заменит ли это, либо так и будет. О, всадники мечей. Тут можно сказать да. Причем они все вас напрягают, они все вас тревожат. Это все вы их всех в штыки воспринимаете. Тут вообще очень тяжело, потому что для вас каждый человек это напряг, это критика, это тревога, это причем даже можно сказать излишнее. Ну давайте за эти год 3, у кого как что-то, какой-то роман значимый случится. О, что-то тут. Тут черная карта. Знаете, вы сами себя накручиваете, усложняете все. Кроме того, тут может иметь место магический негатив. Вот в личной жизни, что провал какой-то, черное пятно. Что новое просто не клеится. И кроме того, что ваши страхи, они на пустом месте, да. Ну, давайте посмотрим, что черная карта. Как бы вообще вы не испортите себе с этими новыми отношениями, как бы вообще себе все на свете не испортить. Давайте так, итог по вот этому какому-то провалу. Да, вроде бы их боитесь, и не зря боитесь. Что же это по итогу для вас? Что это можно сказать? Суд. Вот тут, знаете, опасность потерять то, что и было.
Почему? Потому что карта суд, что ну, вот какой-то всадник мечей еще с черной дырой. То есть вы из-за этого непонятного, напряжного, я бы сказала, человека или романа можете прийти к какому-то не бесповоротному решению вашей жизни. Знаете, вот есть человек и есть. Вы плывете с ним и плывете. И он устраивает вас. Страстей я в будущем не вижу. Потому что вы человек настолько как бы перепуганный, что-то вас так прямо... Вы смотрите на личную жизнь как на какую-то дыру, как на какую-то опасность. И любые отношения для вас становятся, ну, действительно, судом. Знаете, вот что все. Ставите, можете поставить крест на том, что есть. Ну, давайте так. Каков итог? Все-таки эти новые отношения, стоит ли на них рассчитывать или нет? Нет. Очень много подвохов. Карта советует их скрывать, потому что много чего-то такого кроется в них. И, то есть, если копать и глубже, то там много-много неприятностей для вас. Что вам карта совет, да по старым, то, скорее всего, что старые. Опасность. Что-то вам надо делать, поскольку вы хотите, вы сами рушите то, на чем вы стоите. И то, что к вам приходит, оно еще хуже, чем было, если честно. И виной этому ваша какая-то вот и страхи, и я говорю, что может быть и негатив. То есть вот в данном случае вам лучше остаться на том, чем было, потому что новая вообще какая-то карта, сплошные мечи, напряги, негативная информация, критика. И старой как бы выбивается из-под ног, куда-то уходит. Давайте так, карта. Нет, тут что, как вам вообще, что это за эти 3 года для вас определиться? Вестник Пентаклей. Скорее всего, что дети, имущество, заработки, вот такое вот выйдет на первый план. И вообще тут очень-очень прагматичное отношение к противоположному полу, к мужчинам. Но с другой стороны, оно и много, кроме прагматики, да, это всегда как бы вроде бы в плюс. Но у вас еще вот неуверенность какая-то, подозрительность, страхи. Может быть, вы что-то чувствуете вот нехорошее, вот оно, по сути, реализуется, эта программа. Поэтому карта говорит, займитесь детьми, делами, ну, вашим негативом. Потому что если вас не устраивает сегодняшний, то дальше будет еще хуже. Бывший он есть и есть, но он отходит, понимаете? Тут вообще как пустота какая-то. На смену приходит еще более худший вариант. Ну, вот то, что есть. Черная карта, конечно. Третий вариант. Вот такая вот рубашка. Что можно сказать сегодня? Сегодня... А у вас запросы. У вас запросы вообще к отношениям. Вы думаете их реализовать все-таки. Потому что вы еще, говорится, с интересом к отношениям. Что можно сказать по поводу сегодняшних, бывших каких-то? Знаете, периодически кто-то где-то, вы вроде бы очень эмоционально так думаете, ну вот вроде бы все и классно. Периодически, может быть, появляются какие-то вспышки интереса, может быть, у вас к бывшим, или вы встречаетесь с ними, либо тот человек, с которым вы там живете, не знаю, там встречаетесь, ну, как-то это даже греет душу вам. Вот я бы сказала так. Какую роль этот человек будет играть? То есть карта, что не будет так, как раньше, вы это поймете, что вот что-то не так идет. Вот ваш образ жизни меняется, и возможно, что у вас разные представления об образе жизни, о материальном какой-то позиции в вашей жизни, заработках. Вот все как-то вы пытаетесь нарушить этот порядок, этот распорядок жизни ваш. Внести, может, даже какую-то искру, судя по всему, вы тянете эти отношения, хотите их как-то даже обгородить, либо бывшие, то есть будет ли влиять появление каких-то бывших отношений, насколько они
Ну да, может появиться бывший, предложить вам замуж. Ну такой, знаете, вот роман очень длинный, когда человек приходит, говорит, что ну вот мы уже там друг друга знаем, давай уже там распишемся. Все-таки старший аркан тут идет на фоне вот этой мелочевки. Знаете, да. Причем это такой продуманная, уравновешенная жизнь. Посмотрим. То, что вы работаете над этими отношениями, то, что у вас будет предложение от бывшей, то, что вы, в общем-то, примете правильное решение. Скорее всего, все-таки тут бывший появится, и либо существующий. Вы доведете эти отношения до какой-то кондиции, причем это вашими усилиями. Все-таки есть интерес с ними. Так, все не так плохо. Что будет происходить? Будут ли какие-то романы происходить? Будет ли какое-то что-то новое? Ну, знаете, вы очень активная все-таки позиция, и хотя вам многое будет не нравиться, возможно, эти знакомства будут краткосрочными какими-то, но вы будете активны, пытаться, попытки будут. Вот что-то где-то все-таки вы знакомитесь, что-то где-то вы прикладываете к этому усилия. И вы интересны, и у вас есть огонь, тут много карт, видите, что вы на эту сферу все-таки надеетесь. Так, что будет? Ну, будет ли это кто-то опять? Вот вокруг вас какая-то толпа. Но все это жезлы маленькие такие. Вот они такие, они пытаются вас как-то привлечь, но они ничем не становятся для вас. Вот вы на них смотрите, это какая-то пузатая мелочь вокруг вас. Бегают, они вас добиваются даже. То есть вот впечатление, что вы хотите большего. Вокруг вас толпа таких маленьких поклонников, поклонничков. И есть бывший, который придет: ша, ребята, ша, будем жить, как говорится, мирно. Я подписываюсь под всеми, как говорится, делами. Мы с тобой, не знаю, расписываемся, решаем какие-то серьезные вопросы, вплоть до того, что с государством, может, кто-то не расписан и так далее. Ну, давайте так. Чем закончатся эти знакомства? Потому что знакомства вот тут валом, но вы их, они для вас, как, знаете, ну, толпа какая-то. Ай-яй-яй-яй. Возможно, длительный период, где ничего не происходит, и вы уже душой как бы приняли решение все-таки те отношения, которые вы уже подошли к ним по справедливости, что вы умом приняли это бывшего, даже он вам интересен, могу сказать так. Знаете, вот тут такая очень сытая личность, да, и все у вас и новые, и старые, все вам что-то предлагают, но вы вот у вас такие требования. И тут шут все-таки. Давайте посмотрим. Яка страсть, неожиданный какой-то шаг, какой-то риск пойдете. И неожиданный человек, который не похож на вот этих всех, кто вокруг вас вьется, не похож на... У вас и бывший такой веселый парень, вроде бы у вас есть с ним такой вот таки эмоциональный потенциал, знаете, вот что-то вас держит вместе, какая-то искра между вами идет, и вроде бы вы уже идете серьезно, тут все очень серьезно у вас. Но вам вот приключений хочется, чего-то больше, вот вы это получаете. Давайте посмотрим, будете ли вы довольны. Останетесь ли вы на старом, делаете вам ставку. Ну, у вас старый прям солнце светит. Просто он вас со временем просто лучше и лучше ваши отношения становятся. Это карта брака вообще-то. Тут может быть брак, у кого-то дети. Все, вас засасывает бывший в свою круговерть. Причем вот вы все больше и больше понимаете, что ваше решение действительно правильно. Ну вот этот риск, да, на который вы пойдете, давайте посмотрим, какую роль сыграет это новое, что карта совет по новому. Ой, мамочки. Ну вот. Называется, не было ни одного и сразу два. Судя по всему, у вас брак с бывшим и новый какой-то любовник. Любовная любовь. Король кубков. Да, король кубков может быть и знак воды, но с другой стороны, по новому вы не сможете от него отказаться, либо он от вас. То есть это будет вот такая вот эмоциональная очень связь.
Ой, ну что, новую ставку надо делать на бывшего, который с вами сблизится, причем очень по-серьезному. Но новый и долго не будет, потом он бац. Ну, кого вы выберете, тут уже надо дополнительно вестник мечей. А вы критикан, вы будете подвергать это все критике. Можно даже сказать, может быть, мучаться муками совести. Что-то даже надо еще выложить карту, что же вам делать с этим новым. Нет, этот новый все-таки угроза. Несет угрозу, поскольку человек сам по себе может со временем просто стать для вас опасным, какой-то конфликтной ситуацией. Ну вот так вот. То есть у вас тут брак с бывшим, причем счастливый. А вот этот вот рискованный какой-то любовник, все-таки по итогу карта говорит, что да, сумасшедшая любовь, но недолго. Такая страсть. Поэтому ориентируйтесь либо на появление бывшего, либо на того человека, с которым вы сейчас в отношениях, которые вы, может быть, сейчас недооцениваете. Вы их все-таки оцените, и вы оба трудитесь с них еще можно, или будете трудиться, скажем, придете к солнцу. Возможно, это связано с повышением вашего материального уровня. Вот стали богаче жить, и между вами стало теплее. Вот такой вот расклад. С вами ведьма Аграфена. Все мои контакты под этим видео. Пожалуйста, пишите только в письменном виде. До свидания.